Всем привет! Сегодня с вами доктор Демченко, спортивный врач и остеопат. Сегодня мы поговорим с вами про кинезиотейпирование коленного сустава, а именно как самому себе наклеить пластырь, чтобы колено не болело. Итак, что такое кинезиотейп? Я думаю, что многие из вас с ним уже познакомились, смотря на коллег по спорту, на передачи о профессиональных спортсменах. Это такой специальный спортивный пластырь, который помогает мышцам и суставам лучше переносить спортивную нагрузку. А если они уже болят, то снять боль и отек. Сегодня мы поговорим только о коленном суставе и о том, как просто можно наложить кинезиотейп самому себе. В этом мне поможет Наталья и ее прекрасная коленочка. Соответственно, для чего мы клеим кинезиотейпы? В каких ситуациях? Практически это все ситуации, когда вы вынуждены носить суппорт или ортез. Летом это не очень приятно, он бывает натирает, бывает в нем жарко. Вот, соответственно, можно заменять ортез или спортивный суппорт кинезиотейпом. Также, если коленка отекла, или вы испытываете какую-то неспецифическую, то есть, можно сказать, любую боль в колене. На самом деле, если даже любую боль в колене, можно попробовать наклеить кинезиотейп. Если это поможет, хорошо. Если не поможет, ничего страшного, можно сходить к хорошему врачу. Итак, расскажу сразу к делу, как клеить кинезиотейп. Для этого понадобятся ножницы и рулончик кинезиотейпов. Сейчас они продаются везде, в интернетах, даже иногда в аптеках можно найти такой замечательный пластырь. Цвет не имеет никакого значения, можете подбирать повеселее, поярче. Есть цвета просто телесного цвета, это ни на что не влияет. Иногда требуется подготовить кожу, особенно если у вас очень волосатые коленки. Соответственно, подготовка будет обработка триммером или машинкой для бороды. Если коленки уже подготовлены, то можно протереть их спиртом, тогда тейп будет лучше держаться. После того, как коленный сустав подготовлен, мы берем немного кинезиотейпа. Очень зависит от размера коленного сустава, но, скажем, для вот такой коленочки нам потребуется 2 кусочка кинезиотейпа, примерно по 25 сантиметров. Отмеряем и отрезаем 2 кусочка по 25 сантиметров. Для того, чтобы было красивее и лучше видно, я сделаю 2 кусочка разным цветом. В этом выпуске мы покажем вам несколько способов, каким образом можно заклеить коленный сустав. И вы выберете себе наиболее подходящий и удобный именно для вас. Дальше нужно обработать уголки, для того, чтобы они не цеплялись за кожу. То есть срезать острые углы. Получаем 2 вот такие полосочки кинезиотейпа. В первом способе разрываем кинезиотейп пополам. Здесь находится такая клейкая бумажка, поэтому смело рвите, кинезиотейп сам по себе тянется и не порвется. Дальше делаем вот такие вот небольшие складочки, для того, чтобы держаться не за клейкую поверхность пластыря. Дело в том, что пластырь очень быстро напитывается жиром и частичками кожи с рук и перестает быть клейким. Итак, у нас получилась вот такая штука, которую мы держим с 2 сторон и немножечко натягиваем. Насколько нужно натягивать? Так, чтобы он стал прозрачным. Можно растянуть полностью, тогда он уже будет плохо держаться. А вот немножечко растягиваем, чтобы он стал прозрачным. После того, как мы растянули, чтобы он стал прозрачным, мы будем делать небольшую подковку вокруг коленного сустава, где она должна проходить. Если вы пощупаете, здесь вы увидите чашечку, то есть кость. Ниже кости будет мягкое сухожилие, собственное сухожилие коленной чашечки. Собственное сухожилие над коленником. Дальше немного растягиваем кинезиотейп и прямо через это сухожилие с натяжением уводим наверх. Обратите внимание, что мы оставляем примерно 5 см кинезиотейпа без натяжения, для того, чтобы оно хорошо держалось на коже. Дальше нужно хорошенько растереть пластырь, чтобы он хорошо держался, то есть активировать клеевой слой. Первая часть кинезиотейпа наложена. Теперь берем вторую полосочку и также подготавливаем ее, как и первую. Также немного растягиваем до прозрачного состояния. И мы будем делать обратную подковку. Каким образом? Мы будем делать так, чтобы край кинезиотейпа не находил на чашечку. Чуть-чуть выше чашечки. Вот она, чашечка, немножко выше. Растягиваем, накладываем
И делаем ответную подковку вниз. Последние 5 сантиметров также будут накладываться без натяжения, для того, чтобы тейп хорошо держался. Растерли немножко. Если, заметьте, я растираю всегда вниз. Если буду двигать вверх, я могу зацепить краешек, и кинезиотейп может оторваться. Клейте кинезиотейпы всегда за 20-30 минут до активности, до того, как вы вспотели, иначе они будут очень легко отлетать. В принципе, устанавливать кинезиотейп можно на 3-5 дней, можно в нем мыться, сушить его потом немножко феном, вот, и все будет хорошо. Но, в принципе, если вы клеите сами себе, если у вас много тейпа, можете перед тренировкой наклеить, после тренировки снять. Если мы наклеили тейп правильно, то когда Наталья встанет, вы увидите интересный момент, коленочка немножко соберется. Встань. Угу. Получается вот такая вот смешная коленочка. Это хорошо. Почему? Потому что когда вы занимаетесь спортом, в колене увеличивается объем жидкости, да, и эту жидкость нужно куда-то отводить. И дело в том, чтобы коленочка не отекала, чтобы жидкость не скапливалась, мы фактически сделали с вами помпу. Да? Как колено распрямляется, кожа собирается, как колено натягивается, кожа разглаживается. Фактически такая большая помпа, которая прокачивает жидкость. Во-вторых, мы подкрепили тейпом весь связочный аппарат коленного сустава. Фактически как отделенный коленчик, только который сзади не давит. Вот такая самая простая аппликация. Если вы хотите сделать аппликацию подковкой, это очень хорошо, но если вы больше беспокоитесь за боковые связки, вы можете сделать дополнительную аппликацию, которая называется рыбка. Снимаем кинезиотейп. Кстати, как снимать? Подцепляете за краешек, ставите пальчик и вот так вот потихонечку наматываете тейп на палец. Самое главное, сильно не дергать, можете немножко повредить кожу. Первые 20 минут кожа повреждаться не будет, но потом, когда тейп уже сильно приклеился, можно повредить. Итак, аппликация рыбка. Для аппликации рыбка нам потребуется также 2 кусочка кинезиотейпа, точно таких же, как и в прошлый раз. Мы будем немножко по-другому разрывать тейп. Сначала мы освободим первые 5 сантиметров якорной зоны. Это та зона, которая дает тейпу хорошо приклеиться, хорошо держаться на коже. Она всегда клеится без натяжения. Итак, колено также согнуто 90 градусов. Наклеиваем 5 сантиметров первые, где-то за 5 сантиметров от коленной чашечки на бедро. Снимаем бумагу, оставляем 5 сантиметров второй якорной зоны в руках. Натягивайте до прозрачного и уводите тейп на голень. Самое главное, чтобы в области боковых связок тейп находился с натяжением. Насколько далеко вы уйдете на голень, не очень важно. Таким же образом мы клеим вторую часть. И получаем вот такую рыбку. Чем отличается рыбка от подковки? Подковка немного получше держит сверху и снизу, рыбка лучше держит по бокам. Если вы хотите сделать супер аппликацию, вы можете совместить рыбку с подковкой. То есть фактически делаете первую и сверху на нее сразу вторую. Будет держаться лучше и лучше защищать связки. Тоже снимаем. И сделаем еще одну простую и хорошую аппликацию на коленный сустав. Итак, третья аппликация для спортсменов, которые очень часто используют боковой наклон коленного сустава. Вот такой вот. Для того, чтобы поддержать боковые связки. Итак, нам опять потребуется 2 кусочка кинезиотейпа. Для проведения аппликации нужно будет немного больше разогнуть колено. И мы будем проводить аппликацию по внутренней боковой поверхности коленного сустава. Также отрываем 5 сантиметров. Устанавливаем якорь примерно на середину бедра. Дальше растягиваем кинезиотейп до прозрачного состояния и клеим на голень. Вторая аппликация будет идти немножечко пересекая первую. Мы также устанавливаем 5 сантиметров на бедре, растягиваем, и на месте основной поддержки тейп будет пересекаться и уходить немного на голень. Вот таким образом.
Самое высокое натяжение тейпа вот в этой области. Фактически все остальные части тейпа это большие якоря, для того, чтобы выдерживать большую нагрузку. Наталья, встаньте, пожалуйста. И при движении колена внутрь, тейп начинает еще больше натягиваться и поддерживать колено от травмы, для того, чтобы не допустить травму. Если вы хотите усилить эффект боковой поддержки, то вы можете к этой аппликации добавить кусочек обычного советского пластыря, который не растягивается. Тогда вы клеите сначала желтую полосочку, дальше прямо на нее ставите полосочку жесткого пластыря и сверху перекрываете ее синим. Дело в том, что усиление такой аппликации жестким пластырем даст еще больший момент удержания колена в боковой наклон. Навредить кинезиотейпом достаточно сложно. Единственный момент – это аллергическая реакция на клеевой слой. Если вы чувствуете, что у вас сразу начинает чесаться кожа, то просто снимите кинезиотейп, и это пройдет через несколько часов. Соответственно, во всех остальных случаях кинезиотейп будет вам полезен. До свидания, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!